Приветствую, друзья! Кроме таких мастодонтов светлой подачи, как VDX Diamond String, существуют и другие модели, предлагающие вполне сравнимое качество, но за гораздо меньшую цену. Об одной из таких моделей наушников мы с вами сегодня и поговорим. KBR Aurora базируется всего на одном хитром 10-мм динамическом излучателе, а по звучанию легко заткнут за пояс даже некоторые 10-драйверные гибриды. О них и пойдет речь в данном обзоре. Собственно, поехали! Пришли наушники в довольно эффектной такой картонной коробке с синеватым отливом, наименованием модели и подробным списком технических характеристик. Из важного стоит отметить импеданс 18 Ом и чувствительность 105 дБ на милливатт. В комплект нам положили небольшую такую инструкцию, два набора силиконовых амбушюр разного размера, приятный на ощупь кейс из кожзаменителя, салфетку, а также такую щеточку, друзья, для чистки наушников. Кабель у KBR выполнен в таком голубом тоже оттенке, на ощупь он приятен, практически не запутывается. С одной стороны у него стандартный металлический штекер на 3,5 мм, а с другой заушенный из достаточно плотной термоусадки. Соединение происходит на классическом уже вилочном коннекторе 0,78 мм, а по сопротивлению тут заслуживающее уважения 0,152 Ома. Еще раз отмечу, не 0,6, не 0,4, а 0,1. Это значение, к которому, на мой взгляд, нужно всем стремиться. Чашечки здесь полностью выполнены из металла с двумя компенсационными отверстиями для 10-мм динамического драйвера и довольно длинным и широким звуководом. Выступ на нем имеется, как и защитная металлическая сеточка с торца. Внешняя же часть имеет такой голубоватый кант и небольшой рельефный порожек с наименованием бренда-изготовителя. В уши модель мне села просто потрясающая, удобная и с отличным уровнем пассивной звукоизоляции, причем на каждом из двух видов комплектных амбушюр. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям тут практически эталонный импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие 0,4%, что, на мой взгляд, просто превосходно. Фаза ведет себя абсолютно логично, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 70 и 97 миллисекунд соответственно. По насадкам разброса особо нет, только серый с красным сердечником немного выделяются на самых верхах. АЧХ же здесь имеет подъем низких частот на 13 дБ, затем идет выделение области разборчивости с двумя пиками на 2,5 и 5 кГц, почти как у Diamond String. Компенсационная яма и довольно внушительный пик на 8 кГц для усиления детализации, дабы вернуть в звучание немного воздуха. Классическая на сегодня кривая говорит тут по сути не о чем. Звучат же KBR Aurora очень сочно, выразительно, с немного смещенным балансом в сторону высоких частот. Разнос по амбушюрам довольно существенный. С серыми насадками звук мне показался теплее, комфортнее, я бы даже сказал бархатнее. Белые амбушюры добавляют звучание собранности, резкости, в положительном ключе влияют на общий контроль частот. Лично для себя я выбрал именно последние, поскольку насыщенное такое мелодичное тело гораздо лучше сочетается с высокой четкостью и общей чистотой подачи. Но тут смотрите под свои вкусовые пристрастия. Главное, что замена насадок никак не влияет на общий баланс. В любом случае Aurora нам хорошо так подсвечивает верхнюю часть средних частот и непосредственно верха. То есть по характеру они скорее светлые, хотя и не имеют какой-то чрезмерной яркости или колкости. Даже высокочастотные затухания тут наделены приличной массой и глубиной. Басов здесь тоже в норме. Они очень даже ощущаются, имеют неплохую глубину и читаемость, но словно отведены на второй план. В плане стилистики никаких вопросов у меня не возникло. Даже скоростные тяжелые жанры наушники переваривают без каких-либо проблем. Единственное, ритм гитары звучат больше верхней своей частью. Такой уклон у наушников тут ничего не поделать. Хотя многие из моих знакомых меломанов предпочитают подобный тюнинг любым центрированным моделям, что в принципе неудивительно, поскольку звучание кажется более злым, четким, хлестким. А если это все сопровождается, как в нашем случае, добротным по качеству басом, правильной массой и естественной глубиной, то вполне реально можно словить даже свой вау-эффект. Сравнить KBR Aurora можно, например, с тоже динамическими TFZ My Love 4, которые на фоне героев обзора более сбалансированы, но
менее сочные и выразительные. Новинка TRN VX Pro в общих чертах сходна тоже с Aurora. У них такое же смещение есть в сторону верхних частот, но они не такие комфортные. Высокие у VX Pro ощутимо так режут на верхах и с куда меньшей массой на середине. То есть такой очень воздушный у них получается звук. После этих TRN в KBR Aurora, буквально, друзья, кайфуешь. Если хочешь получить максимальное удовольствие от прослушивания, на мой взгляд, Aurora на 1000% предпочтительнее. Если вам нравится такой легкий уклон вверха с подчеркнутой четкостью и тембральной насыщенностью, то Aurora чуть ли не лучшее решение для своей ценовой категории. Понятно, что более дорогие гибридные VDX Diamond String умеют еще больше, но и стоят почти в 2,5 раза дороже. Из источников героям обзора подойдет как что-то очень техничное, типа моей связки с MSL SU8S с HO200, так и что-то более музыкальное, как портативный ЦАП Shanlink A5 или мой аудиоинтерфейс Moto M4. Причем я даже для себя явного лидера найти не смог. Мне одинаково нравится и глубина с теплотой, которая окрашивается в достаточно техничный звук, и акцент на выразительности и деталях в более музыкальном. Результат же всегда получается очень певучим, эмоциональным и при этом довольно разборчивым. Естественно, без сильного ухода микронюансы, но с правильной резкостью и передачей даже всяких самых мелких оттенков звукоизвлечения. На что просто прекрасно ложится глубина и телесность нижней половины спектра. Признаюсь, поначалу я даже не поверил, что внутри установлен только один динамический излучатель. Звучит все так, словно там дорогая арматура от Sonion или Nose. Да и низкие частоты здесь тоже ближе к арматурным. В общем, очень удачная модель для ценителей легкого такого уклона в светлую сторону. Итогом внутриканальные динамические наушники KBR Aurora прежде всего хочется похвалить за отличного качества кабель, 2 набора насадок, которые реально влияют на звук, и просто превосходную посадку. Поругать тоже есть за что. Полностью металлические корпуса далеко не лучшая идея для наших широт. Больше докопаться ни до чего не могу. По звучанию баланс немного сдвинут в светлую сторону. Низкие частоты тут весьма неплохие, с приличной глубиной и прорисовкой, а серединка просто сверхвыразительная, причем с правильной массой и приятной слуху мелодичностью. Высокие здесь не режут, не пилят и не свистят, то есть слушать от них можно будет практически любую музыку и получать от этого максимум удовольствия. Реально интересные ушки для ценителей уклона, друзья, в светлую сторону звучания. KBR молодцы, получилось очень классно, я оценил. Вот такие вот они, KBR Aurora. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.